Эй, друзья, задумайтесь на минутку. Знаете ли вы, что некоторые птичьи гнезда могут потягаться в креативности с работами известных архитекторов? Да, вы не ослышались. Сегодня в нашем видео вы увидите продолжение топа самых гигантских и невероятных гнезд, о существовании которых вы и не подозревали. Подготовьтесь к удивлению, ведь эти птичьи жилища – настоящие произведения искусства природы. Забудьте про обычные дупла и гнезда в земле, потому что то, что мы покажем, просто не вписывается в привычные рамки. Эта вторая часть настолько поразительна, что вам захочется сразу же пересмотреть первую. Ткачи – это удивительные птицы, чей подход к строительству гнезд вызывает восхищение. Несмотря на скромные размеры, сравнимые с воробьем, они создают грандиозные жилища, способные вместить целые колонии, насчитывающие до 100 семейств. Такие гнезда существуют веками, и некоторые из них использовались на протяжении более 100 лет. В засушливых травянистых саваннах Южной Африки, особенно в юго-западной ее части, можно увидеть необычные конструкции, напоминающие стога сена, висящие на столбах и деревьях. Это и есть коллективные гнезда ткачей, которые предпочитают жить вместе, создавая огромные коммуналки. Каждое семейство строит свое собственное гнездышко, которое затем соединяется с соседними, образуя единую структуру. Под одной крышей порой размещаются сотни отдельных гнезд, а иногда там находят приют и другие виды птиц, например, розовощекие неразлучники. Диаметр этих гигантских построек достигает 23 футов, а каждая отдельная камера имеет размер от 4 до 6 дюймов. Входные отверстия располагаются внизу и ведут к группам гнезд, где летом птицы выращивают потомство, а зимой многие ткачи собираются вместе, чтобы согреться. Коллективные гнезда помогают поддерживать комфортную температуру благодаря плотной структуре стен и крыш, что создает эффект термоса. Эти птичьи мегаполисы хорошо заметны издалека, но их обитатели чувствуют себя в безопасности благодаря большому количеству соседей. Хищникам сложно незаметно пробраться внутрь такой колонии. Иногда дерево не выдерживает веса огромного гнезда, и оно падает на землю. Но трудолюбивые ткачи быстро восстанавливают утраченный дом, находя новое место для строительства. Белоголовый орлан – это одна из крупнейших хищных птиц Северной Америки, известная своим мощным телосложением и впечатляющим размахом крыльев, достигающим 6,5 футов. Помимо своей физической мощи, эти птицы славятся сооружением огромных гнезд. Средние размеры гнезда белоголового орлана составляют примерно 5 футов в ширину и от 1,5 до 4 футов в глубину. Вес таких конструкций обычно колеблется вокруг отметки в 992 фунта. Эти массивные сооружения требуют прочной основы, поэтому орланы выбирают для строительства своих гнезд зрелые деревья, чаще всего белые сосны или тополя. Иногда они также селятся на осинах, елях или дубах. В некоторых случаях, особенно в западных регионах США, орланы устраивают гнезда в трещинах скал или на возвышенных местах, обеспечивая себе укромность и безопасность. Строительство гнезда – дело семейное. Белоголовые орланы образуют пары на всю жизнь, и обе птицы участвуют в создании своего дома. Самка занимается сбором материалов, однако самец тоже активно помогает. Поскольку оба партнера проживают в гнезде, логично, что каждый делает свой вклад. Кроме того, самец обеспечивает самку едой, особенно в период кладки яиц, ведь он считается лучшим охотником. Если гнездо не разрушается и не забрасывается, орлы могут использовать его долгие годы. Например, одно из самых старых зарегистрированных гнезд в штате Огайо, США, служило домом для орлиных пар на протяжении 34 лет. Интересный момент. Почему орланы приносят в свое жилище свежие зеленые ветки? Ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Возможно, зеленая растительность отпугивает насекомых, что важно для поддержания чистоты в гнезде. Есть также версия, что таким образом птицы помечают территорию, давая понять другим, что место занято. Третья гипотеза предполагает, служит для маскировки. Австралийская кустарниковая курица – это уникальная наземная птица средних размеров, которая обитает исключительно в Австралии. Ее известность связана с созданием поразительных инкубационных куч, состоящих из опавших листьев, земли и песка. Процесс разложения органики в этой куче генерирует тепло, необходимое для успешного высиживания яиц. Самое крупное из когда-либо обнаруженных гнезд кустарниковой курицы было найдено в Австралии. Оно поражало своими размерами. Высота составила 14 футов 7 дюймов, ширина 34,5 фута, а общий объем материала достигал более 88 тысяч кубических футов. Вес этого сооружения был просто невероятен – 302 тысячи фунтов.
Построено оно было с потрясающей точностью, выполняя функции защиты и укрытия для яиц и птенцов от хищников и неблагоприятных условий внешней среды. Более того, эта конструкция играла ключевую роль в процессе переработки питательных веществ. Природа наделила этих птиц способностью создавать поистине монументальные сооружения, что вызывает искреннее восхищение. Однако жители районов, где обитают кустарниковые курицы, могут испытывать неудобства, когда эти птицы начинают рыть землю в их садах в поисках подходящего места для постройки гнезда. Беркуты – одни из наиболее впечатляющих представителей мира птиц. Эти мощные и стремительные хищники обладают размахом крыльев до 6,5 футов, что делает их настоящими мастерами неба. Беркуты моногамны, выбирают партнера на всю жизнь и защищают свое гнездо с невероятным рвением, поскольку чужаки нередко вторгаются на их территорию. Охрана территории требует постоянного внимания, но даже в этом суровом ритме жизни находятся моменты для романтического общения. Играют в догонялки, демонстрируют силу и устраивают воздушные танцы, когда беркуты сцепляются когтями и парят вместе. Гнездо беркута обычно располагается в развилке ствола или на крепких боковых ветках дерева, реже в скальных нишах или на карнизах. В местностях, где мало деревьев, птицы могут обустроить гнездо на искусственных конструкциях, таких как геодезические вышки или опоры линий электропередач. Для удобства подлета к гнезду важно наличие открытого пространства хотя бы с одной стороны. В среднем размеры гнезда составляют около 5 футов в ширину и 3 фута 3 дюйма в высоту, но встречаются и гораздо более крупные экземпляры. Самое большое известное гнездо беркута достигало 19 футов 7 дюймов в высоту и 9 футов 8 дюймов в ширину. Строится оно из толстых ветвей, а внутренняя часть выстилается травой, лишайниками, тонкими веточками и мхом. Какарик-хохлач – необычный представитель австралийской фауны, знаменитый своим оригинальным брачным ритуалом. Этот крупный воробьинообразный вид демонстрирует весьма традиционное поведение при выборе партнера. Самцы какариков-хохлатей строят замысловатые конструкции из веток, украшая их яркими элементами, такими как раковины, цветы и камушки. Эти предметы они собирают в небольшие кучки, причем выбор цветов зачастую зависит от вкусов конкретной самки. Самки посещают постройки нескольких претендентов, прежде чем остановить свой выбор на одном из них. Нередко случается, что самый искусный декоратор получает сразу несколько предложений. Эти своеобразные хижины любви могут достигать высоты и диаметра до 5 футов, что делает их весьма впечатляющими сооружениями. Гнезда аистов – это грандиозные сооружения, представляющие собой платформы из веток и травы, чья глубина превышает 9 футов 8 дюймов, а ширина – 6,5 футов. Эти птицы, известные своей длинной шеей, длинными ногами и крупным клювом, всегда ассоциировались с новой жизнью, что делает их гнезда символичными местами для рождения нового поколения. Размеры гнезд аистов настолько велики, что в них находят приют и другие более мелкие птицы, такие как скворцы и воробьи, которые вьют свои собственные гнезда в промежутках между ветками. Гнездо сорной курицы – это уникальное сооружение, представляющее собой холм, возведенный над достаточно глубокой ямой. Основу этого холма составляет растительный мусор, пропитанный дождевой водой. За строительство гнезда отвечает самец. Сначала он роет яму, а затем приносит различные растения, формируя из них холм. На создание этого сооружения может уйти до 11 месяцев. В итоге образуется гора из листьев, веток и песка, высотой около 3 футов 3 дюймов и диаметром 13 футов. Когда процесс брожения внутри естественного инкубатора поднимает температуру до 91 градуса Фаренгейта, самка начинает откладывать яйца. За одну кладку она оставляет в гнезде около 35 яиц. Затем самка покидает гнездо, а самец следит за поддержанием оптимальной температуры, регулируя количество строительного материала, покрывающего яйца. Таким образом, он обеспечивает стабильность температуры даже при изменениях погодных условий. Орел-гарпия – это величественное существо с грациозными и смелыми очертаниями. Размером с маленького ребенка, с размахом крыльев до 6,5 футов и крупными когтями, этот орел производит сильное впечатление. Их гнезда соответствуют размерам самих птиц. Орлы-гарпии используют одно и то же гнездо на протяжении многих лет, и оно настолько велико, что в нем легко поместился бы взрослый человек. Средние размеры гнезда составляют 4 фута в высоту и 5 футов в ширину.
Сооруженное из палок и веток, собранных с ближайших деревьев, гнездо отличается прочностью и надежностью. Внутреннюю часть самки тщательно обустраивают, используя мех и мягкие растительные материалы для создания уютного интерьера. Скопы – это крупные морские ястребы с широким географическим ареалом обитания. Как и многие другие виды хищных птиц, скопа обладает размахом крыльев до 6 футов. Они предпочитают селиться возле пресноводных озер и рек, строя свои гнезда в развилках деревьев, на скалистых уступах или на искусственных сооружениях. Гнезда скопы состоят из веток, коряк и водорослей, и многие из них используются повторно из года в год, а некоторые служат более 70 лет. Иногда требуется несколько сезонов, чтобы гнездо заметно увеличилось в размерах, но в конце концов оно может достичь глубины 13 футов и диаметра 6 футов. Так что, если вам когда-нибудь захочется почувствовать себя сидящим в настоящем птичьем гнезде, у вас появится такая возможность. Лебеди-трубачи – это крупнейшие водоплавающие птицы Северной Америки. Их длина достигает 6 футов, а вес – более 25 фунтов. Они гнездятся в отдаленных водно-болотных угодьях Аляски, выбирая для обустройства гнезд места, окруженные водой, такие как бобровые хатки или плавучие растительные коврики. Лебеди-трубачи используют водную растительность, чтобы создать из гнезда холмикообразную конструкцию с чашеобразной структурой сверху. После завершения строительства такой холмик может достигать 11 футов в диаметре и 3 футов в высоту. Гнезда фламинго выглядят как маленькие холмики с плоским верхом. Эти сооружения сделаны из смеси глины, ила и ракушек. Средняя высота гнезда составляет 2 фута, а ширина – более 1,5 футов. Интересно, что высота гнезда может варьироваться в зависимости от погодных условий. В жаркое лето холмики ниже, а в дождливое выше. Ответственность за строительство гнезда лежит на самце, который тщательно продумывает все детали. Основу гнезда составляет ил и глина, которые самец аккуратно утрамбовывает ногами. Благодаря этому конструкция получается плотной и устойчивой. Ареопендолы монтесумы – это тропические птицы, обитающие в прибрежных низменностях Карибского моря. Они формируют колонии и плетут гнезда из волокон и лиан, которые свешиваются с деревьев. Длина каждого гнезда может достигать 6 футов, а в одной колонии может находиться до 150 гнезд. Для отпугивания хищников ареопендолы часто строят свои гнезда рядом с осинами. Внутри колонии доминирующий самец спаривается с большинством самок, тогда как некоторые подчиненные самцы могут искать партнершу вне основной колонии. Синица ремес – единственная птица своего семейства, встречающаяся за пределами Африки. Она знаменита своими выдающимися навыками в строительстве гнезд. Самец начинает работу, создавая основу гнезда в виде мешочка из растительных волокон и мягких семян, прикрепляя его к ветвям ивы или березы. Затем самка присоединяется к процессу, помогая завершить строительство. Эти гнезда отличаются особой прочностью, что привлекло внимание людей. Народ Масаи использовал их в качестве сумок, а в Европе из них делали обувь для детей. Ткач Бая, которого часто называют королем птиц-строителей, поражает своими выдающимися способностями в создании гнезд, которые служат не только жильем, но и средством привлечения партнеров. Во время брачного периода самки тщательно оценивают каждое гнездо самца, выбирая лучшее. Исследования показывают, что расположение гнезда оказывается менее важным фактором, чем качество его конструкции. Гнездо ткача Бая представляет собой оригинальную форму носка с центральной камерой и вертикальной трубкой, ведущей ко второму входу внутри него. Для постройки используются длинные полоски рисовых листьев, трава и пальмовые ветви. Чтобы собрать весь необходимый материал, самцу приходится совершить до 500 полетов. После сбора начинается трудоемкий процесс создания сложной структуры. Ткачи Бая обитают на Индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии, передвигаясь большими стаями и демонстрируя завораживающие воздушные маневры. Стрижи-саланганы – это маленькие птицы, обитающие в Юго-Восточной Азии, которые известны своим необычным способом строительства гнезд. Вместо традиционных материалов, таких как ветки или трава, саланганы используют собственную слюну. Эти гнезда пользуются большим спросом на рынке и могут стоить около $2500 США за штуку. Гнезда строятся колониями на скалах, в пещерах или даже на зданиях. Они состоят из слоев затвердевшей слюны, имеют белый полупрозрачный цвет и содержат различные минералы, такие как кальций, магний и железо. У каждого живого существа есть свое убежище.
Для одних это нора, для других шалаш на дереве, а кто-то носит свой дом прямо на спине. Но независимо от формы, все эти жилища выполняют одну общую функцию – обеспечивать тепло, уют и защиту от природных невзгод и хищников. Однако, пожалуй, самыми тщательными строителями домов являются птицы. А сейчас, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.